Нет, нет, это не Индия. И надо что-то делать, потому что я, если честно, не рассчитывала. Как же охрененно начинался день, плюс 20, ветерочек. Поменялся ландшафт, и сейчас ракет. Как из нормального человека сделать бомжа? Купить мотоцикл и отправить его путешествовать. Амасия! Что, наконец-то доехали? Доехали и хотим с вами поделиться своими эмоциями, впечатлениями об этом городе. Так, со мной сначала поделись, какие у тебя впечатления-то, я не понял. Мне очень нравится. Если честно, я думала, что это, такая очередная туристическая локация. Нет, на самом деле, Амасия – это древний город на севере Турции, как-никак более 2000 лет ему. Когда-то он был столицей понтийских царей, оставивших после себя гробницы в скалах. До этих царей были хетты, после них персы и римляне. Ну а в новейшей истории этого города, а новейшей истории мы будем считать Османскую империю, Амасия стала важным центром управления и образования. Здесь воспитывались будущие султаны. Такой своеобразный тренировочный лагерь. Если какого-либо султанского отпрыска направляли в Амасию, значит с вероятностью в процентов эдак 95 он будет преемником султана. 5% оставим на то, что вдруг расстроят отца или завистники в лице братьев что-то недоброе задумают. Все ж может быть. Сегодня Амаси – это не только история. Это шумные улочки с кафешками, набережная вдоль реки Ишилермак и тот самый вид на скальные гробницы, которые вечером подсвечиваются огнями. Здесь жизнь, кипит. Дети бегают, туристы фотографируются, местные сидят, пьют чай и наблюдают за всем этим безобразием. Такой город, где древность и повседневность идут бок о бок. Дикий ветер сегодня. Какой-то прям вообще сдувает аж. Посмотрите просто на деревья. Слушай, это хорошо, что мы в Амасию засветло приехали. Прям было бы очень грустно это все пропустить. Согласна. Очень красивый город. Посмотрите на холмах. Там крепость, да и не одна. И вот эта живописная река с этими домиками. Очень красиво. Так, там какая-то церковь наверху. Крепость. Очень здорово. Такой, конечно, город туристический. Очень много людей, очень много туристов из Стамбула. Местный, локальный, так сказать, туризм. Прям очень много. Машин на стамбульских номерах. Смотри, в скалах вырублено. Да, вообще ничего себе. Обалдеть. А вот отсюда лучше всего открывается вид на понтийские гробницы. Это высеченные в скале древние захоронения, которые являются частью культурного наследия Понтийского царства, которое существовало здесь в 1-3 веке до нашей эры. Представляете? Прям до нашей эры. Туда мы не пойдем, извините. Начитались этих отзывов, мы сейчас мудрее. И, в общем, сказали, конечно, круто туда подняться, но внутрь все равно не пускают. А ступенек вы преодолеете, мама, не горюй, большое количество. Ну, а про крепости наверху я Денису вообще боюсь заикаться. А ты не заикайся, ты можешь собраться и пойти туда. Я тебя в отеле подожду. Недели 2 ждать будешь, я так чувствую. Не, 2 недели-то я не буду ждать. Ушла, завтра утром вернулась, не вернулась, все, я уехал. Если честно, я очень надеялась, что мы взлетим, но с таким ветром мы точно никуда не взлетим. Тут птицы-то не летают. А на той стороне, я так понимаю, что вот сам старый город, Денис, все вот эти коноки. Может быть, нам как-то туда попробовать подъехать? Сейчас я попробую.
То есть, значит, вот здесь, получается, ты не можешь пройти направо. Подожди, или вот здесь пешеходная только улица. А там ничего нету, это просто вот с этой стороны фасады красивые. И снова здравствуйте, дамы и господа, вы на канале Поживем Увидим. Сегодня 5-й день нашего отпуска на выживание. Мы в Турции, в городе Амасия. Сегодня нам предстоит проехать 400, по-моему, 60 километров, да? До славного города Трабзон. Из приятного, в Трабзоне плюс 26, а завтра вообще дожди. Не то, что здесь 38. Ну, сейчас еще пока не 38, потому что все-таки 8:30 утра. В 8 утра мы выехали уже, а уже 9:30. Да, Танюха? Да, Ты мы, молодец. как всегда, выезжаем рано, Мы всегда вовремя. Как Танька сказала, так всегда и случается. Ладно, дорогие мои, с началом нового дня, с началом нового маршрута. И поехали, короче. Но прежде чем ехать в Трабзон, надо с Легансушечки заправиться. Кстати, бензин в Турции на пути нашего следования самый-самый дешевый. То есть бензин в Болгарии сначала порадовал ценой, так как в Сербии он где-то евро 60 стоит, а в Болгарии евро 25. А здесь и тому меньше. Не знаю, сколько... Я не вижу. Короче, он здесь что-то около евро, может, чуть побольше. Все, ребяточки, погнали. Мы заправились, как сказать, денежек уже утром потратили. Теперь на все деньги, до Трабзона. Так, нам в обратную сторону же, да? Да, разворачивайся. Так, ребятишки, извините, я 2 года в Алании жил, и сейчас я из Белграда, мне можно. Как это по-свински? Что же делать? Что же делать? Я аккуратно. Пятый день в дороге, и хочу сказать, что стало прям легко. Не знаю, как пассажиру, но мне прям в кайф ехать. Если первый день, когда мы проехали более 700 километров, я думал, господи, и еще предстоит почти 6000, как же это все преодолеть, то сейчас на 5-й, ну прям обыденность какая-то, что ли. Видимо, уже прикатался, что ли. Ну и плюс турецкие дороги хороши. Вот не до чего докопаться. А еще и пейзажи какие. Вы только на это посмотрите. Просто кайф. Так, 200 километров пролетели. Заправиться остановились. Еще 263 километра нам осталось. Ориентировочное время прибытия 14:37, 3,5 часа еще ехать. Уже 2 часа проехали. Становится жарко. Если честно, это вот первые часа полтора, это было настолько кайф ехать, потому что не жарко. Прекрасный вообще вот этот пейзаж, горы красивые, прям лоскутное одеяло. Сейчас одеваю подшлемник, жарко становится. Заправились уже 2-й раз. Ну и все, едем дальше, уже совсем чуть-чуть осталось. Мы где? В Турции. В Турции. А какая Турция без чая? И на каждой заправке, ну фактически на каждой, можно выпить чайку. А выглядит все это дело вот так. Берешь бардак. Для тех, кто не знает, стакан. Наливаешь чаек. А, горячо, блин. Кипяточек. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Короче, есть сахар, есть всякие ложечки, вилочки. Чай. Вот так вот просто. На самом деле так было при хорошей жизни. Сейчас уже далеко не на каждой заправке есть чай. Видимо, Хотя раньше, во время короны, действительно, вот когда мы сюда приехали первый раз, и когда мы здесь начали только жить, да, как местные жители, действительно чай был на каждой заправке. Видимо, сейчас уже далеко не... заправка опять зажиточная. Видимо, да. А, собственно, для чего мы едем в Трабзон? Друзья мои, в Трабзоне есть одна очень интересная
достопримечательность монастырь Панагия Сумела. Мы туда попасть, в общем-то, хотели с 2020 года, как вот в Грузии поселились жить сначала. И с тех пор все думали, приедем туда и посмотрим. А там то ремонт, то погода говняная, то еще что-то. То зима. То зима, опять Внезапно. же таки. А на побережье Кара-Дениса, тем более монастырь находится в горах, там прям зима-зима. И вот сейчас вот решили вот прям вот на этом байке доехать все-таки наконец-то. Осуществить, так сказать, мечту спустя 5 лет. А Панагия Сумела, как я уже сказал, это монастырь. Особенность, он высечен в скале. Красота неимоверная. Скоро увидим, я надеюсь, скоро увидим. Что по расходу топлива? Ибо этот вопрос достаточно важный, так как бак у этого чуда техники маленький. Если рассматривать с точки зрения путешествия, то всего 12 литров, и надо очень внимательно относиться к пополнению топлива. Скоро у нас, кстати, будут горы, а заправок там, прямо скажем, не густо. И канистру здесь особо никуда не приколхозишь лишнюю. Печаль. Самая комфортная скорость с точки зрения расхода топлива — это 110 км в час. Бака хватает при этой скорости на 320 км. Это по обычной загородной дороге, но как только выезжаешь на автобан, где ограничение 140, то тут все, капец. Тахометр в одну сторону, уровень топлива тает прям на глазах. И да, хочу тоже отметить такой момент, что 130-140 нормальная крейсерская скорость для вот этого скутера. Километров горной дороги, серпантины, прям аж голова кружится. Ну блин, как же это красиво, я вам хочу сказать. Ты что скажешь? Я залипала, мне хотелось снять каждый холм. Ну вот смотри, все очень красиво, кроме вот этого всего. А вот это все. Ну да, это была единственная точка, где можно было остановиться, такая типа смотровая площадка, к сожалению, очень засранная. Но вид бомбический. И чем ближе мы приближаемся к Черному морю, тем зелени становится больше. Обратили внимание, да? Так, давай, нам соточка осталась еще. Там 100-120 где-то. Собрались и доехали. 27 градусов уже с 33-то. Ну и я, видимо, тоже вкатилась. Первые 2 суток было прям тяжеловато с непривычки, а сейчас прекрасно. Уехали с этих автобанов в леса, поля и горы, и мотопутешествие буквально заиграло другими красками. А сегодня еще и прохлада, и жары нет. Свежий воздух в горах, вкусный, прям кайф. Не поездка, а наслаждение. Нет, виды, конечно, просто потрясающие, посмотрите. Сегодня целый день, вот картинка радует. Высота 2000 квадратных метров. Квадратных? Да. 2000 квадратных метров высота. Все, вниз поехали. Невероятно красивая сегодня дорога. Все природные цвета, которые ты только можешь увидеть, по-моему, мы сегодня увидели.
вот мы и в Трабзоне, дорогие друзья. Нет, нет, это не Индия, это Трабзон, правда. Честное слово. Сейчас выйдем из этой клоаки и покажем вам действительно красивый город. Вот, что здесь людей пропускают? Да, А смотри, тоже Изменилось. герой из Кувейта приехал. изменилось много в Турции. Очень люблю Трабзон. Наверное, это мой самый любимый турецкий город. Вот прям возвращаешься сюда с большим удовольствием. Когда жили в Грузии, а до грузинской границы здесь 200 километров, мы частенько сюда мотались, потому что здесь прям хорошо, уютно и все есть. Мы не знаем, что это за праздник, но весь город в полиции. Очень большой трафик. Полиция везде. Вот туда вот как все ставят. Ты видишь, сколько народа в городе? Сегодня, кажется, какой-то праздник. Во-первых, суббота. И отель я вчера не бронировала нам. Поэтому сейчас с помощью VPN, потому что в Турции не работает Booking.com, я в него все-таки зашла с этой попытки. Дешевых отелей нету от слова совсем. Сейчас давай еще посмотрим. И надо что-то делать, потому что я, если честно, не рассчитывала. Ща. Давай, садись. Сажусь. В Трабзоне сегодня очень много людей. Я никогда не видела такого количества здесь. Надо будет сейчас выяснить, что за праздник. Смотрите, количество полиции. Там и скорая помощь, и полиция. Вот это самый-самый центр города. Похоже, мы туда даже и не попадем сегодня. В городе очень влажно. Перед нами море, прям сразу мы подъезжали к городу километров за 5. Чувствуется вот эта вот влажность морская, но зато не очень жарко. Котиков любят все. Так, Лиман. Бесконечно лабиринт узких улочек. В городе есть свое очарование. Сегодня, конечно, людей очень много. Но, тем не менее, не знаю, как Денису, но мне всегда очень становится тепло на душе, когда мы возвращаемся в Трабзон. Были мы здесь бесконечное количество раз. Чаще всего проездом, какой-то перевалочный пункт. Но с ним связано много разных классных воспоминаний. Дедули отдыхают.
Это никто не умер. Это на открытие различных магазинов, на дни рождения, на свадьбы. В Турции, да, и такие цветы. Смотрите, на русском языке меню. В нашем ресторане сможешь самые вкусные турецкие блюда мировой кухни. Вот так вот. Видимо, русскоязычного потока здесь много. Но здесь граница с Грузией. Здесь, если вы обратили внимание, очень много женщин, покрытых фактически в никабах там и так далее. Это в основном арабки. То есть это туристы, это не местное население. Вот здесь вот направо мы, Денис, поворачиваем. Пытаюсь сейчас совмещать две функции в себе, и навигатора, и оператора, и еще вам что-нибудь интересное рассказать. Ну, туристические магазины, ну, центр. Куда же без этого всего? Пойдем посмотрим, то ли здесь осталось или нет. Да, все то же самое. Дамы и господа, доехали мы до города Трабзон и сразу поехали в одно из заведений, где мы, по нашему личному мнению, пробовали самые вкусные пиде в Турции. И что же мы приехали и здесь увидели? Вот раньше, вот там он, по крайней мере, последний раз я здесь был 2,5 года назад, был автобусный вокзал. Сейчас его снесли. Здесь тишина и покой. Кафешка это осталась, но вот мы сделали заказ и ждем уже 20 минут. А раньше здесь просто постоянно было битком. Здесь очереди стояли, чтобы посидеть. Ой, чувствую, сейчас говнище какое-то дадут. Но мы как бы не торопимся. В любом случае, Танюха пока ищет отель. Пытается воевать с банками, которые... 15 июля по 20, правильно? Сегодня 19 июля, да, и на завтра. Сегодня на завтра. Так что вот такие вот, друзья, дела. Ждем. Заказали эти вкусные пидешки. Большие такие. Пиде это турецкая пицца. Не, друзья, вы только поглядите, что принесли. Какие размеры. Танюха, ложись рядом, чтобы понимали люди. Да полностью ложись. Что там твоя рука, она теряется. Короче, по крайней мере, по размеру и по вкусу ничего не изменилось. Хотя было очень-очень долго. И да, в связи с тем, что снесли Атагар здесь, ну, автобусный вокзал, народу здесь почти что никого. Раньше очередь минут на 20 была. Нужно было стоять и выжидать, пока тебе стульчик освободят. Но несли бы стоять, готовили бы стоять. А готовили раньше моментально. А сейчас, видимо, просто уже и штат сократили, и вообще... Ну, прям чересчур было вкусно Танюхе. Что она в экстазе начала йогуртом обливаться. Ребят, когда я собиралась, я Айраном. делала розовые джинсы. Это самые светлые джинсы из тех, которые у меня были. Я понимала, что я буду как поросенок. И не потому, что они розовые, а потому, что они слишком маркие. А вот сейчас вот я выпила айрана. Ой, Выпила куда айрана. сейчас с тобой поеду-то? Стыдоба-то какая. Ой-ой-ой. А других штанов у меня нету. Кто ж нас теперь заселит в нормальный отель? Только в хостел какой-нибудь 3-копеечный, бомжовый. Ну да, как-то так. Ой-ой-ой. Бля. Ну ладно, приятного аппетита, кушай. Так. Ой, смотри, а ты рубаешь-то круче, чем я. Дай мне еще салфетку. Так, я тут насвинячила, а кто-то убрал, умывается после этого. Смотрите, а пол-то чистый. Нашли отель в 11 километрах от города. Сейчас быстренько заселимся, бросим вещи и вернемся в Трабзон. В связи с тем, что в Трабзоне сегодня большой праздник, и, соответственно, мест в отеле нету ни хрена, а праздник, потом Татьяна расскажет, какой, я отказываюсь верить в такой праздник. Мы нашли отель в 11 километрах от Трабзона. И что я хочу сказать? Слава богу, что мы нашли в 11 километрах от Трабзона, потому что за эти деньги, а именно за 50 евро, то, что мы получили, в Трабзоне сейчас стоит евро 150, а то и 180. В Трабзоне отелей нету от слова совсем, а тут отель с завтраками, чистенький, новенький, открылся полгода назад. И опять же таки на 11 километров ближе ехать к монастырю Панагия Сумела завтра утром. Мы здесь пешком ходили.
знаменитый турецкий трабзонский хлеб. Мечеть, конечно, куда же без мечети. Слушай, она там новая. Да. Полицейский устал. Очень много полиции, на самом деле. Вообще хочу сказать, здесь очень красивая площадь, когда нету народа. Вот такие кустики. Ну, блин, сейчас сложно это все оценить. В общем, вот такие вещи здесь творятся. Люди празднуют. Нет. А вот тут можно ботинки почистить. Это правящая партия. Вот сегодня вот такой вот митинг, я не знаю, митинг, не митинг, как это назвать, зафигачил. Так, где-то здесь недалеко был прекрасный парк. Чайный парк, вот там Да, вот. там можно чайку. Я бы, если честно, вообще кофейку бы врезал бы. Может, тогда нам в кофейню вернуться? Ну, давай, То есть можно. самолет. Так, вот этот мурал так и был 2 года назад. Ни его не стерли, не перерисовали. Ну так это же Трабзонспор. А, чемпион Турции многократный. Да. Ой, все, вышли на соседнюю улицу, тишина и покой. Душно очень. Вот здесь прохладнее по градусам, чем в тех местах, в которых мы были до этого. Но за счет моря, видимо, здесь большая влажность. Ты идешь, постоянно покрываешься такой вот испариной. Хотя уже время 7:30, уже, по сути, закатное солнце. То ли дождь будет, надо будет прогноз погоды сегодня обязательно посмотреть. То ли Дождь я завтра отвыкла обещают. от морского воздуха. И дождь завтра обещают, и вообще это Карадениз, побережье Черного моря. Как в Стамбуле. Такое же скопление людей, по-моему. Ну, кстати, опять же, повторюсь, эта улица очень похожа на Истекляль. Единственное, что нету в центре трамвайчика. Ну, в центре улицы нету трамвайных путей. Ну-ка, давай-ка пойдем на центр улицы. Нет, город очень атмосферный, вот правда, как бы поверьте нам на слово. Сегодня, наверное, нам сложно будет передать его атмосферу, потому что вот такое количество людей, и вот такое вот мероприятие тут. Но он прекрасен в любое время года, и зимой, и летом, и весной, и осенью. Ну что, по кофейку? Да. Ну, пойдем. Зашла Денису моя кофейня. Это та кофейня, от которой Starbucks должен трепетать. И, кстати, действительно должен. Кофе у них охрененный. Но мне Starbucks понравился, не во чита. всяком случае. Все, не смущай людей, выключай камеру. Так, дорогие друзья, ну, позвольте на этой приятной ноте завершить сегодняшний день и выпуск. Сегодня мы проехали где-то в общей сложности около 500 километров. Видимо, уже сказывается какая-то привычка, потому что, не знаю, как Татьяна, но я что ехал, что не ехал, могу еще 500 проехать. Вот. Не стоит. Но, тем не менее, не совсем мы определились с завтрашними планами, кроме как Панагия Сумела. Но вот Панагия Сумела с утречка после завтрака в отеле мы туда поедем. Далее будем решать на месте, но в любом случае направляемся мы на юг Турции, на юго-восток Турции, ближе к сирийской границе, к достаточно красивым городам и интересным местам.
Все, 5-й день путешествия подошел к концу. Вот здесь еще на пару деньков останемся. Так, ну что, дорогие друзья, вы все видели, что творится на площади. Сегодня суббота, 19 число. И в Трабзоне празднуют. Что у нас празднуют? Хотя не говори, я скажу. Празднуют неудачную попытку переворота в 2016 года. Дальше слово за вами, Татьяна. Праздник этот называется День демократии и национального единства. Была попытка переворота 15 июля в 2016 году, но она была неудачной. В тот момент у власти был господин Эрдоган, собственно, нынешний президент, и свергнуть его не удалось. Поэтому вот был объявлен вот такой вот государственный праздник, торжественные мероприятия, организованные, собственно, господином Эрдоганом и его правящей партией. Людей в городе огромнейшее количество, гостиниц фактически нету от слова совсем, и мы даже будем вынуждены немножко поменять свои планы. Мы не поедем дальше по Крым-Денис, а поедем в сторону Мардина и Дьярбакыра, потому что, ну, здесь сейчас нереально просто вот все побережье вот в таком вот состоянии. Да, неоднократно были в Трабзоне, но чтобы вот такого столпотворения, блин, я не помню.